На юге Перу, в глубине непроходимых джунглей, археологи наткнулись на загадочный артефакт, который бросает вызов всему, что человечество знает о металлургии и технологиях древних цивилизаций. Этот предмет, найденный в 1992 году, представлял собой меч, изготовленный из сплава, в котором содержались элементы, недоступные для древних народов. Его поверхность сверкала, отражая свет так, будто была покрыта тончайшими слоями золота, но при этом он был неопределимо легким и необычно прочным. Ученые, проведя анализ, пришли к шокирующему выводу. В состав сплава входили такие металлы, как никель и хром, которые, как считается, были известны только в XX веке. Как мог древний народ создать такое невероятное сочетание материалов, которые не могли быть доступны им по технологиям своего времени? Загадка этого меча ставила под сомнение все существующие представления о развитии металлургии и технологических достижениях древних цивилизаций. Далее, в 2012 году на территории современной Индии были обнаружены необычные артефакты, похожие на инструменты. Эти предметы, сделанные из металлов, которые сами по себе не существовали в природе, могли бы изменить представление о том, каким образом древние люди добывали и обрабатывали материалы. Изучение этих находок показало, что такие сплавы, как кварцметалл и другие, не могли быть созданы без продвинутых технологий, которых, согласно историческим данным, у древних народов не было. В течение многих лет ученые ломали голову над вопросом, как могли существовать цивилизации, способные на такое. Исследования этих артефактов натолкнули на мысль о том, что, возможно, на Земле когда-то существовали высокоразвитые культуры, которые были стерты с лица Земли, и все, что осталось от их знаний, это эти загадочные предметы. С каждым новым открытием, с каждой новой находкой интрига вокруг этих артефактов только нарастала. В лабораториях по всему миру образовались группы ученых, стремящихся разгадать секреты этих древних технологий. Однако, несмотря на их усилия, ни один из них не смог воспроизвести сплавы, которые были обнаружены. Все попытки создать подобные материалы с использованием известных методов и технологий оказались безуспешными. И все же, несмотря на все научные исследования, загадка оставалась нерешенной. Почему древние народы смогли создать то, что не под силу современным металлургам? Какой был источник их знаний? Эти вопросы витали в воздухе, оставляя за собой след из недоумения и любопытства. Научный мир стремился найти объяснение, но пока ни одно из них не звучало достаточно убедительно, чтобы развеять загадку, которая продолжала терзать умы исследователей на протяжении многих десятилетий. В это же время на другом конце света, в Китае, археологи копали в древнем городе, известном как Сиан, когда наткнулись на необычные металлические предметы. Они были обнаружены в гробнице, принадлежавшей высокопоставленному чиновнику, и, казалось, имели необычную форму, которая сочетала в себе утилитарные и художественные элементы. Некоторые из них походили на современные инструменты, но были изготовлены из сплавов, которые не поддавались объяснению. Анализ показал наличие элементов, которые, по крайней мере, на данный момент не могли быть достигнуты с помощью известных технологий, существовавших в то время. Среди находок выделялся меч, сделанный из какого-то загадочного металла, который при нагревании становился мягким, а после остывания вновь обретал прочность. Ученые, проведя испытания, пришли к выводу, что этот материал был не только прочнее стали, но и обладал свойствами, которые изменяли его молекулярную структуру. Как это возможно? Вопрос, который терзал исследователей, продолжал оставаться без ответа. В то же время в Египте, в районе Гизы, группа исследователей обнаружила металлический артефакт, выходящий за рамки всех ожиданий. Этот предмет, напоминающий обломок какого-то устройства, был сделан из сплавов, которые, по мнению ученых, не могли быть произведены до начала XX века. Кроме того, его поверхность была покрыта странными символами, которые не соответствовали известным языкам древнего мира. Эти символы, как новейшие исследования показали, могли указывать на связь с некими космическими знаниями. Все эти находки, казалось, указывали на то, что в истории человечества было что-то, что не укладывалось в общепринятую хронологию. Удивительные сплавы и конструкции вызывали вопросы о возможных контактах древних цивилизаций, которые, возможно, обладали знаниями, предшествовавшими тем, которые были открыты позже.
Каждая новая находка только подогревала интерес, и в научных кругах разразилась настоящая дискуссия. Были предложены различные теории, от гипотез о потерянных цивилизациях до предположений о внеземном влиянии. Некоторые ученые настаивали, что подобные технологии могли быть утеряны в результате катастрофы, а другие предлагали более экзотические версии, включая временные путешествия и альтернативные реальности. Однако среди всего этого бурного обсуждения несколько ученых начали замечать нечто странное. Все эти артефакты были связаны не только загадочными сплавами, но и определенными географическими координатами. Вокруг этих мест всегда было много мифов и легенд, что только подогревало интерес. Словно древние цивилизации передали свои знания через эти артефакты, оставив за собой след, который ожидал, когда его раскроют. Вскоре появилось решение, которое могло изменить ход исследований. Группа инициативных ученых решила провести совместную экспедицию, объединив усилия, чтобы раскрыть тайны всех этих находок и выяснить, действительно ли существует связь между ними. Каждый из исследователей верил, что именно он сможет внести свою лепту в разгадку этой запутанной головоломки. Но где приведет их это стремление? И какие ответы они смогут найти в древних артефактах, которые, казалось, пришли из другого времени? Вопросы, которые требовали немедленного разрешения, становились все более настойчивыми. Экспедиция, собравшаяся в Сиане, уже начала свою работу. Ученые, среди которых были металлурги, археологи и историки, постарались объединить свои усилия и знания, чтобы расшифровать тайны необычных артефактов. Первой задачей стало изучение структуры сплавов, найденных в различных уголках света. Каждый из исследователей был полон энтузиазма и надежд, но некоторые вещи вызывали растущее беспокойство. Чем глубже окунались в изучение образцов, тем больше они сталкивались с непредвиденными проблемами. Однажды, когда группа проводила тесты на образцах из меча, найденного в Перу, произошло нечто неожиданное. Один из металлургов, доктор Ли, заметил, что при нагревании сплава в лабораторной печи он начал менять цвет и излучать мягкое свечение. Это явление вызвало панические обсуждения среди членов команды. Некоторые пришли к выводу, что это может быть результатом неких ненормальных химических реакций, в то время как другие предполагали, что это может быть связано с древними технологиями, которые не поддаются современным объяснениям. Однажды ночью, когда все участники экспедиции разошлись по своим комнатам, доктор Ли остался в лаборатории, продолжая работу над загадочным сплавом. К его удивлению, металлический образец продолжал излучать свет, меняя интенсивность в зависимости от окружающих условий. Это открытие сбило его с толку. Он запечатлел все на видео, надеясь, что это поможет его коллегам понять суть происходящего. Но в то же время он не мог отделаться от ощущения, что его исследования подбираются к нечто большему, чем просто материал. На следующее утро, когда Ли показал видео своей команде, реакция была неоднозначной. Некоторые начали утверждать, что это может быть опасно, и исследовать такой материал не стоит. Другие же, воодушевленные, искали способы применить это открытие в своих исследованиях. Это породило трение между членами команды. Опасения и амбиции начали сталкиваться, и каждый переживал за свои идеи и открытия. В результате они начали делиться на два лагеря. Одни настаивали на продолжении исследований, другие хотели остановиться, опасаясь непредсказуемых последствий. Тем временем в процессе дальнейшего анализа стало ясно, что свойства сплавов значительно отличаются от привычных металлов. Они обладали не только невероятной прочностью, но и уникальными электро- и термодинамическими характеристиками. Это означало, что сплавы могли изменять свои свойства в зависимости от окружающих условий, что могло привести к потенциальным революционным открытиям в области технологий. Однако напряжение в команде росло. Вскоре Ли заметил, что среди участников начали происходить необъяснимые события. Некоторые образцы начали исчезать, а другие были повреждены при проведении экспериментов. Паранойя заполнила атмосферу. Каждый стал подозревать друг друга в саботаже. Ли, осознавая, что бездействие может привести к еще большим проблемам, начал собственное расследование, чтобы выяснить, что происходит в их рядах. Он столкнулся с множеством вопросов, но один оставался в его голове. Кому мог быть нужен сплав, способный изменить мир? И почему кто-то, возможно, стремится скрыть его истинные свойства? Вопросы становились все более запутанными, и Ли понимал, что у него больше нет времени ждать, пока команда разберется в своих конфликтных подходах.
Он должен был действовать самостоятельно, чтобы выяснить, что стоит за этими невозможными сплавами и кто на самом деле управляет их исследованием. Доктор Ли, не желая больше полагаться на свою команду, решил обратиться к одному из ведущих экспертов по древним артефактам, профессору Кларку, который когда-то работал на правительственные исследования. Профессор славился своей способностью выявлять связи между историческими находками и их влиянием на современное общество. Ли надеялся, что его знания помогут пролить свет на загадочные сплавы, с которыми они имели дело. Собрав все необходимые образцы, Ли отправился в университет, где работал профессор. Встреча проходила в насыщенной атмосфере старинной библиотеки, где книги о древних цивилизациях заполняли полки. Кларк внимательно выслушал Ли и, осмотрев образцы, начал рассказывать о своей работе и исследованиях, которые проводились с подобными артефактами. «Я всегда подозревал, что некоторые из этих находок имеют гораздо более глубокие корни», произнес Кларк, держа в руках образец сплава. «Мы знаем, что многие древние цивилизации были способны на удивительные достижения. Но почему мы не можем воспроизвести их технологии? Возможно, у них действительно были знания, которые мы лишь начинаем осознавать». Однако вскоре разговор принял неожиданный оборот. Внезапно в дверь библиотеки вошел незнакомец в темном пальто и с капюшоном, который привлек внимание профессора. Он быстро подошел к столу и, не представляясь, потребовал, чтобы Ли и Кларк немедленно прекратили свои исследования, угрожая последствиями, если они этого не сделают. Ли почувствовал, как напряжение в воздухе стало ощутимым, и его сердце забилось быстрее. Кларк, не растерявшись, ответил незнакомцу, что они ведут научные исследования, основанные на древних находках и фактах. Резкие слова бросили вызов незнакомцу, который, казалось, был готов к конфликту. «Научные исследования? Вы не понимаете, с чем имеете дело. Эти артефакты не должны быть тронуты. Они хранят секреты, которые вам не нужны». У Ли возникло чувство, что они перешли черту, и вскоре последуют серьезные последствия. Незнакомец, видя, что его слова не впечатлили профессора, резко развернулся и ушел, оставив за собой атмосферу тревоги. Ли и Кларк обменялись взглядами, полными недоумения и страха. Профессор, изучив образцы еще раз, громко произнес: «Это не просто металлы, это нечто большее. Если кто-то так страстно хочет защитить их тайну, значит, они действительно имеют огромную ценность». Ли вдруг осознал, что они оказались в центре конфликта, в который вовлечены не только ученые, но и, возможно, более влиятельные силы. Когда Ли вернулся к команде, он был полон решимости продолжить исследования, несмотря на угрозы, с которыми столкнулся. Но его коллеги были напуганы. Обсуждения о том, стоит ли продолжать работу над артефактами, разгорелись с новыми силами. Каждый из участников экспедиции задавался вопросом, стоит ли рисковать своей безопасностью ради разгадки древних тайн. Ли, осознавая, что теперь он один против всех, решил действовать. Он собрал оставшиеся образцы и начал заново анализировать их, надеясь найти что-то, что сможет убедить команду в необходимости продолжать исследования. Но в то же время его мысли снова возвращались к незнакомцу. Кто он был? Почему он так страстно защищал эту тайну? Вопросы множились, а время шло, оставляя нарастающее напряжение, которое охватывало всю команду. Каждый шаг вперед казался рискованным, и судьба всех участников экспедиции висела на волоске. На следующее утро, после напряженной ночи, Ли собрал команду, чтобы обсудить последствия недавних событий. В воздухе витала тревога. Каждый участник знал, что они находятся на грани открытия, но угроза незнакомца нависала над ними, как темное облако. В результате Ли решил, что им необходимо разработать четкую стратегию. Он предложил сосредоточиться на научных теориях и гипотезах, чтобы найти способ оправдать свои исследования и, возможно, превратить страх в уверенность. Один из молодых ученых, Мари, подняла руку. Как насчет гипотезы о том, что сплавы могут быть результатом неожиданных процессов термической обработки, которые мы не понимаем? Возможно, древние цивилизации обладали знаниями о металлургии, которые нам недоступны, произнесла она с искренним блеском в глазах. Другие начали поддерживать ее, и вскоре возникло обсуждение о том, какие возможности открываются, если они смогут понять эти процессы. Ли, чувствуя, что команда начинает объединяться, предложил провести серию экспериментов, направленных на воспроизведение свойств сплавов. Они начали использовать все доступные им технологии, включая современные методы анализа, которые были недоступны древним металлургам.
Команда работала не покладая рук, и вскоре появилось несколько альтернативных теорий, основанных на их исследованиях. Однако в ходе экспериментов начались странные сбои. Однажды, во время тестирования нового образца, приборы неожиданно отключились, и в лаборатории воцарилась темнота. Когда свет вернулся, Ли обнаружил, что некоторые образцы исчезли. Это событие снова посеяло семена недоверия среди участников команды. Некоторые начали подозревать, что кто-то из них может быть связан с незнакомцем, а другие считали, что это какая-то форма преследования. Ситуация вышла из-под контроля. Ли решил, что им нужно вернуть потерянные образцы, и вместе с несколькими исследователями отправился на склад, где хранились артефакты. Проходя мимо темных коридоров, он ощущал, как напряжение нарастает. Внезапно они услышали странные звуки, доносящиеся из одной из комнат. Это были шорохи и тихие разговоры. Ли остановился, прислушиваясь. Что-то было не так. Они скомкали свои мысли о потерянных образцах и осторожно прокрались к источнику звука. Заглянув в комнату, они увидели группу людей в масках, которые тщательно изучали артефакты. Один из них держал в руках меч, найденный в Перу, и обсуждал с другими тем, как его можно использовать. Ли сжался, понимая, что эти люди, вероятно, были связаны с незнакомцем, встретившим его в библиотеке. Внезапно один из масок обернулся, и их взгляды встретились. Ли мгновенно ощутил, как его сердце забилось. Быстро отступив обратно, он вернулся к команде и, собрав все силы, начал обсуждать с ними план действий. Теперь они не имели права оставаться в тени. У них была возможность не просто разгадать тайны артефактов, но и защитить их от тех, кто намеревался использовать их в своих целях. Ли знал, что время против них, и им нужно действовать быстро, чтобы вернуть контроль над ситуацией. Вопрос, который беспокоил всех, смогут ли они разобраться с противниками и одновременно продолжить свои исследования. Никакие научные теории не могли подготовить их к тому, что им предстояло. Ли и его команда собрались в лаборатории, чтобы обсудить свои дальнейшие действия. Им нужно было не только защитить свои находки, но и найти способ использовать современные технологии, чтобы разгадать тайны артефактов. Однако на пути стояла проблема. Многие из их методов и приборов не могли адекватно анализировать необычные сплавы, с которыми они работали. Устойчивость к высоким температурам, неожиданные изменения свойств при обработке делали их почти непостижимыми. Ли предложил провести тестирование на наноуровне, используя электронный микроскоп, который мог бы позволить ему видеть структуру сплавов более детально. Но, к сожалению, оборудование, которое они имели в распоряжении, было недостаточно мощным. Команде необходимо было найти способ провести более глубокое и качественное исследование. Они начали обсуждать возможность привлечения внешних ресурсов, но это означало, что им придется рискнуть, открыв двери своим соперникам. Споры о том, нужно ли обращаться за помощью, отчаянно продолжались. В это время к ним пришло сообщение из управления университетом о том, что их исследование вызвало большой интерес у инвесторов и медиа. Но Ли знал, что это также привлекло внимание и тех, кто был заинтересован в использовании артефактов в своих целях. На фоне этого давления некоторые члены команды начали высказывать сомнения в целесообразности продолжения работы. Тем не менее, в тот момент, когда Ли собирался принять окончательное решение о том, как двигаться дальше, произошло нечто неожиданное. Ночью, во время работы над образцами, один из студентов по имени Аня заметила, что один из образцов начал проявлять странные реакции на магнитное поле. Ли, услышав ее восторженный крик, немедленно подошел к ней. Как только они начали тестировать материал, образец начал светиться, и его свойства изменились при наличии магнитного поля. Это открытие стало настоящим прорывом. Ли и его команда поняли, что свойства сплавов могут быть активированы определенными внешними факторами, такими как электромагнитные поля. Однако это открытие и одновременно вызов. Оказавшись в игре с противниками, они должны были действовать быстро. Внезапное обострение обстановки заставило команду понять, что они должны использовать новые технологии, чтобы защитить свои находки и попытаться воспроизвести сплавы. Ли собрал команду и предложил провести эксперименты с использованием электромагнитного поля для изучения артефактов. Они начали разрабатывать специальные установки, которые позволили бы им контролировать все параметры. В процессе работы они столкнулись с множеством трудностей. Оборудование постоянно выходило из строя, а некоторые испытания оказывались совершенно неудачными.
Каждый неудачный эксперимент порождал недовольство и разочарование в команде. На фоне этого напряжения возникали новые конфликты. Кто-то из членов команды начал сомневаться в их методах и даже в самом факте, что сплавы могут быть воспроизведены. Между тем, неизвестные, наблюдавшие за их работой, начали приближаться. Ли чувствовал, что с каждой минутой ситуация становится все более опасной. Он начал подозревать, что их противники могут попытаться украсть их исследования, чтобы использовать их в собственных интересах. Под давлением внешних сил и внутренних конфликтов Ли понимал, что им нужно сплотиться и сосредоточиться на своей цели. Вопрос стоял не только в разгадке тайны артефактов, но и в их собственной безопасности. Время истекало, и они должны были действовать решительно, если хотели сохранить свои исследования и защитить себя от надвигающейся угрозы. В тот вечер, когда команда работала над экспериментами, Ли почувствовал, что напряжение достигло своего предела. Они давно уже не смотрели друг на друга с доверием, а страх перед неизвестностью заполнил воздух. Однако именно в этот момент, когда они искали выход из безвыходной ситуации, один из образцов, тот самый мистический меч, найденный в Перу, вдруг начал излучать мягкое свечение. Ли, собираясь с силами, подошел к мечу и, прикасаясь к его холодной поверхности, ощутил, как по его коже проходит легкий ток. Это было странное ощущение, которое он не мог объяснить. Все взгляды команды сосредоточились на нем. С каждой секундой меч светился все ярче, и, наконец, в воздухе раздался треск, словно что-то было разорвано. Ли никогда не видел ничего подобного. Внезапно меч начал двигаться сам по себе, он словно искал чего-то в окружающем пространстве. Это поведение вызвало паническое волнение среди членов команды. Ли, не в силах отвести взгляд от меча, заметил, что вокруг него начали собираться частицы пыли и мелкие металлические предметы. Он осознал, что меч, возможно, содержит в себе нечто большее, чем просто сплав. Присмотревшись внимательнее, Ли увидел, что символы на меча начали светиться, и, казалось, они образовывали нечто вроде карты. Команда в замешательстве наблюдала за происходящим, а Ли, беря себя в руки, начал осознавать, что меч, возможно, служил ключом к разгадке тайны всех найденных артефактов. Он вспомнил слова профессора Кларка о том, что многие артефакты, возможно, связаны между собой. И вот, этот меч мог стать центральным элементом для понимания всей истории. Он воскликнул: «Это не просто меч, это карта, указатель на то, где могут находиться другие артефакты». Радость и волнение охватило команду, но в тот момент, когда они начали обсуждать возможные местоположения, дверь лаборатории с глухим треском открылась. Внедрился незнакомец с маской, тот самый, который угрожал профессору Кларку. За ним следовали несколько человек, явно подготовленных к нападению. Ли почувствовал, как сердце забилось в унисон с его страхом. Все понимали, что это тот момент, когда нужно либо бороться, либо сдаваться. Незнакомец с яростным взглядом шагнул вперед и, указывая на меч, произнес: «Вы не понимаете, с чем имеете дело. Эти артефакты принадлежат не вам. Они темные, и их нельзя использовать. Вы должны их оставить!» В тот момент, когда он закончил свою фразу, меч стал светиться еще ярче, и Ли почувствовал, как энергия из него вливается в его тело. Он никогда не испытывал ничего подобного. С каждым мгновением, когда меч излучал свет, он осознавал, что не просто защищает свои находки, он защищает знания, которые могут изменить мир. Команда, объединившись, встала рядом с Ли. Они решили сопротивляться, несмотря на реальную угрозу. Ли, сосредоточив все свои силы, обратился к мечу и, к его удивлению, почувствовал, что он способен контролировать всплеск энергии. Он поднял меч, и тот в ответ отозвался, излучая мощный свет, который охватил всех присутствующих. Незнакомцы, увидев это, отступили назад, осознавая, что они столкнулись с чем-то, что не могли понять. В этот момент, когда напряжение достигло последней грани, Ли осознал, что они не просто исследуют артефакты. Они стали частью чего-то гораздо большего. Тайна меча не только открывала двери к другим находкам, но и пробуждала силы, которые могли спасти или разрушить. Вся их работа, все усилия и все риски были заключены в этот миг. Что произойдет дальше? Как они смогут использовать эту силу и защитить себя от тех, кто стремится к ней? Вопросы оставались, но времени у них больше не было. Свет, излучаемый мечом, заполнил лабораторию, создавая атмосферу, в которой реальность и фантазия переплетались. Ли ощущал, как энергия, исходящая от артефакта, наполняет его силой и уверенностью.
Незнакомцы, заметив, что ситуация вышла из-под контроля, начали паниковать и отступать. Однако один из них, человек в черной маске, произнес: «Вы не понимаете, что делаете. Эти артефакты не просто сокровища. Они хранят тайны цивилизаций, которые были уничтожены из-за своей силы». Ли, не отрывая взгляда от меча, почувствовал, что это утверждение содержит в себе истинную суть их открытия. Он вспомнил о тех древних цивилизациях, которые могли создать такие артефакты, о которых они сейчас исследовали. «Кто вы? Что вы знаете о них?» — закричал он, обращаясь к незнакомцу. Тот на мгновение замер, затем с серьезным лицом продолжил. «Я один из немногих, кто знает правду. Эти сплавы и артефакты были созданы цивилизациями, которые обладали знаниями, способными наделить их невероятной силой. Они были уничтожены, потому что не могли контролировать ее. Вы не должны повторять их ошибок!» В этот момент меч вдруг издал громкий звук, сотрясая пространство вокруг. Ли и команда почувствовали, как искры энергии пробежали по их телам. Это было предупреждение, словно сам меч пытался рассказать свою историю. Вокруг начали появляться видения. Образы древних городов с высокими зданиями и великолепными конструкциями, технологиями, которые были недоступны современному миру. Ли увидел людей, погруженных в глубокие исследования, создающих удивительные вещи, от машин, которые могли летать, до инструментов, способных контролировать природные элементы. «Это было время, когда человечество достигло невероятных высот», произнес один из членов команды, глядя на видение с восторгом и трепетом. «Но что случилось с ними? Почему они исчезли?» — спросил Ли, не отрывая взгляда от происходящего. Незнакомец, видя, что команда начинает осознавать мощь артефактов, продолжил. Они были уничтожены в результате своей жажды власти. Эти артефакты, если попасть не в те руки, могут стать оружием. Я здесь, чтобы защитить их от тех, кто хочет использовать их для разрушения. Тревога вновь охватила команду. Ли понимал, что они оказались на грани открытия, которое могло изменить все, но в то же время это открытие могло привести к катастрофе. Он решил, что теперь они должны действовать сообща, чтобы защитить не только свои находки, но и сохранить знания, которые могут быть полезными для всего человечества. Ли, собравшись с силами, произнес: «Мы не собираемся использовать эти артефакты для разрушения. Мы хотим понять их и использовать их знания для блага». В этот момент меч ответил, его свечение стало более ярким, и Ли почувствовал, что его слова были услышаны. Энергия, исходящая от меча, усилилась, как будто подтверждая его намерение. Ситуация накалилась. Незнакомцы начали переговариваться между собой, а Ли и его команда, ощутив поддержку меча, сблизились. Это была их последняя попытка — защитить знания древних, не допустить, чтобы в руках неправых людей оказались артефакты, способные уничтожить. Ли знал, что им нужно было действовать быстро, иначе они потеряют все. В этот момент он осознал, что это не только их исследование, это борьба за будущее, за сохранение знаний и предотвращение повторения ошибок прошлого. Вопрос оставался открытым. Смогут ли они защитить артефакты и раскрыть их тайны, не потеряв себя в этом процессе? Ли и его команда, собравшись в круг, взглянули друг на друга, понимая, что сейчас от их действий зависит больше, чем они могли вообразить. Незнакомцы, стоявшие в стороне, начали проявлять признаки тревоги, осознавая, что ситуация вышла из-под контроля. Ли, ощущая поддержку и силу, исходящие от меча, сделал шаг вперед, готовый к бою, если потребуется. «Мы не хотим уничтожать», — произнес он с уверенностью, глядя прямо в глаза незнакомцу. «Мы хотим понять, как эти знания, если они будут использованы правильно, могут изменить мир к лучшему». Ли заметил, как энергия меча начала излучать яркий свет, словно подтверждая его слова. Это был сигнал, который мог бы изменить ход событий. Незнакомец, не ожидая такого поворота, немного смягчил свою позицию. «Знания могут быть опасны. Вы не можете повторить то, что сделали древние. Никто не может». В этот момент Ли понял, что незнакомец не просто противник, а человек, который также осознает серьезность ситуации. «Да, мы не можем повторить то, что произошло в прошлом, но мы можем учиться на их ошибках», — ответил он. Меч, как будто почувствовал это понимание, начал светиться еще ярче. Вдруг в воздухе появились образы, показывающие, как древние цивилизации использовали свои знания, как они общались с природой, как строили города и создали технологии, которые служили обществу.
Это были образы не разрушения, а созидания. Все в комнате замерли, наблюдая за этой проекцией. Ли осознал, что меч не только открывает тайны, но и показывает, как важно использовать знания во благо. Незнакомец и его команда, увидев эти видения, начали медленно опускать охранительные позиции. Ли, собравшись с духом, продолжил. «Мы можем стать теми, кто перенесет знания этих цивилизаций в будущее, кто будет помнить о том, что произошло, и не повторит их ошибок». В этот момент на лицах присутствующих отразилось понимание. Они не просто боролись за артефакты, они боролись за возможность изменить человечество. Ситуация стала напряженной, но Ли заметил, что незнакомец начинает колебаться. Вместо того, чтобы сдаваться, он произнес: «В таком случае я предлагаю объединить усилия. Вместе мы сможем продолжить исследования и гарантировать, что эти знания никогда не будут использованы во зло». Этот момент стал поворотным. Ли почувствовал, что они сделали шаг к примирению. Вскоре после этого они все согласились работать вместе, формируя новое объединение, которое стало бы мостом между древними знаниями и современными технологиями. Ли и его команда продолжили свои исследования, теперь с поддержкой новых союзников, и вскоре им удалось раскрыть Мангоун тайн, связанных с артефактами. Меч стал символом их единства и стремления к знаниям. Но даже несмотря на их успехи, Ли понимал, что вопрос о том, почему человечество не может повторить достижения древних, всегда будет оставаться актуальным. Возможно, это связано с тем, что истинные знания требуют не только интеллекта, но и глубокого понимания ответственности. Они узнали, что не все величия прошлого следует повторять, а нужно учиться на ошибках, чтобы создавать лучшее будущее. Куда бы они ни шли дальше, знание о том, что путь к успеху часто ведет через осознание своих ограничений и готовность принимать уроки прошлого, навсегда останется с ними. Эта история не закончилась, она только начиналась. История о том, как древние тайны могут вдохновить новое поколение к созданию более светлого будущего, основанного на уважении, понимании и ответственности.